Ребята, всем огромный привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы находимся в Мексике, и первым городом, который мы посетим, станет город Мерида. Наше приключение в городе Мерида мы начинаем с обзора нашего уютного хостела. Называется он Casa Encuentro. Красивое оформление. Хостел находится в особняке. Большая территория. Здесь можно и машину припарковать. Правда, мы приехали поздно, поэтому этого не сделали. Можно арендовать велосипед. Здесь их очень много, и многие туристы совершают путешествия по Мериде именно на велосипеде, потому что улочки узкие, и это достаточно удобно. Территория зеленая, красивая. Хозяин написал нам записочки различные, чтобы нас заселить, потому что здесь ресепшн работает не круглосуточно. Но тем не менее он о нас позаботился. Здесь есть доска, где можно подключиться сразу к интернету. Главный вход. И сразу попадаем в атмосферу колониальной архитектуры. Здесь комната, кинотеатр, так сказать, который украшен рождественскими украшениями. Злобный Гринч охраняет елку. Также здесь тоже интересные элементы дизайна, различные скульптуры. Большой телевизор. Особняк состоит из 2 этажей. Наша комната находится на 2-м этаже. А вон там можно посмотреть старую фотографию, как выглядела старая Мерида. Ой, я обожаю такие кашпо. А здесь они прям фундаментальные. Большие, каменные. Здесь находится столовая. Везде уже расставили палочки арома. Утром делают кофеечек. Также здесь добавляют молочко, различный чай, тостер есть. Поэтому можно сделать тосты с джемом, можно поесть фруктики. Все это бесплатно. Даже если кто-то приезжает в большой компании, то можно поиграть в настольные игры, которые здесь находятся. Здесь находится терраса, тоже украшена различными кашпо. Можно посидеть, отдохнуть. А здесь больше зона отдыха, где можно загорать, принимать солнечные ванны, либо искупаться в бассейне и немножечко освежиться. Все украшено мексиканскими орнаментами. Все также украшено зеленью. Огромные тропические листы. Экзотика, перемешанная с колониальным стилем и в то же время с мексиканским. Безумно красиво. Приятно становиться в таком месте. В основном на 2-м этаже находятся комнаты и еще ванная комната для тех, у кого в комнате нет души и туалета. Так, сейчас высокий сезон. У нас как раз таки тот самый случай, поэтому давайте я вам сразу и покажу, как выглядит душевая. Все очень чистенько. Рядом с комнатой. Здесь мы уже расставили наши вещи. Здесь душ. Также в нашем хостеле есть кухня.
Иногда здесь проводят даже мастер-классы. Я видела по фотографиям из Инстаграма. Например, как-то ребята собирались, готовили гуакамоле. Ну а сейчас чаще всего гости готовят просто себе завтрак, ужин, не ходят по ресторанам, потому что все-таки цены в Мексике, они достаточно дорогие. Поэтому можно не питаться в ресторанах и в кафе, а можно готовить самостоятельно, особенно если вы здесь останавливаетесь на долгий срок. Вот, все необходимое для этого есть: и микроволновая печь, и плита, и духовка, и холодильник. Вот, но, как мне кажется, готовить самим тоже достаточно сложно, потому что даже для простого приготовления яиц нужны не просто яйца, а еще масло, хлеб и так далее. Вот, ну а так здесь все достаточно уютно. Холодильников, кстати, даже несколько. Некоторые даже закрываются на замок. Есть тостер, кружки. Всегда есть бутилированная вода здесь. Все очень красиво оформлено везде. Поэтому мы рады, что выбрали это место для того, чтобы остановиться здесь в Мериде. Сейчас я проведу обзор нашей небольшой комнаты. Надо признать, что в Мериде сейчас высокий сезон, поэтому что-то найти приличное было достаточно сложно. Нам понравилось это место, то, что оно очень чистое, то, что здесь дружелюбная администрация, и они быстро нам все забронировали. В нашем номере, значит, есть двухъярусная кровать, интересная полочка, в которой можно прятать свои личные вещи. Таким образом выглядит кровать. Есть тумбочка с лампой, большой кондиционер. Кстати, оказывается, в Мексике вообще редкость кондиционеры. То есть за низкую стоимость номера их найти практически невозможно. Также в кровати есть розетки, поэтому можно заряжать телефон прямо в кровати. Есть окно. Правда, не скажу, что отсюда открывается красивый вид, но окно есть, поэтому и дневной свет в комнате тоже есть. Даже есть небольшая картина, стульчик, тумбочка еще одна. И, собственно, все. Мы собрались, вышли из нашего хостела, направляемся на завтрак. А передвигаться в ближайшие 3 месяца мы будем вот на этой белоснежной красотке Chevrolet Cavalier. Чуть позже, наверное, покажу вам эту машину поближе. Мы ее арендовали прямо в аэропорту, заранее, естественно. Сейчас мы находимся в кафе Ката де ми Корасон. Как же оно мне нравится, потому что оно все в авокадо, а я обожаю авокадо. Смотрите, целая стена и все в авокадо. Посмотрите, какие просторные, красивые залы. Очень много мест. Дизайн у этого кафе потрясающий. И все в авокадо. Получается, что всего здесь 3 зала. Это первый, второй и здесь 3-й зал. А также еще есть терраса, где мы с Кириллом расположились. И нам уже принесли наши напиточки. Кирилл верно ждет камеру, чтобы попробовать свой сочный смузи. Да, но они и правда неплохие. Здесь смузи с авокадо, потому что это заведение славится именно своими блюдами на основе авокадо, а у Томочки что-то очень оригинальное. Сложное название, надо будет еще раз посмотреть, как называется. Ну, такой, знаете, напиток чисто для девочек, мне кажется, да? Да, больше с розмарином. Да, конечно, хочу. Так, нам сказали, что сначала надо сделать фотографию с напитком, а потом его размешивать. Так, здесь розмаринчик, цветочки. Необычно. Ты знаешь, я немножко чувствую какой-то мятный вкус и кокосовое молоко. Свежее кокосовое молочко. Интересный напиток. Конечно же, я такое пробую первый раз. Very refreshing when you learn.
Очень красивая подача тостов. Это у нас тунец. Здесь у нас тост из авокадо. Они называются правильно английские маффины авокадо. Ребята, вы, наверное, не знаете, но я обожаю авокадо, а еще я обожаю тунца. И получается, что я заказала блюдо, которое просто должно быть идеальным для меня. Здесь и тунец, ананас, огурчик, авокадо. И называется это тартар из тунца и авокадо. Смотрите, какая огромная порция. Еще здесь специальный соус. И говорят, что нужно все размешать, чтобы попробовать, чтобы блюдо было более свежим. Опа! Получается салатик. Я уже чувствую, что это очень вкусно. Соус необычный, потому что действительно чувствую такую свежесть и немного мятный вкус. Немного даже похоже на мой коктейль. У меня весьма необычные тосты. Они в меню называются английские маффины с авокадо. Здесь, соответственно, идет авокадо, а сверху темная шапка. Вот Тома вам снимала, как ее обрабатывают на горелочке. Но что это доподлинно, нам неизвестно. Это что-то типа какого-то мармелада. То есть, ну, давайте попробуем и скажу вам, как это еще на вкус. А сверху еще интересный маринованный лучок. Да, маринованный лучок. О, как красиво у тебя. Конечно же, и яичко. Красотища. Ой, авокадо какое, авокадо. Огромное авокадо. Авокадо очень вкусный, мягкий, сочный. Там хлебушек. Ну и, конечно же, давайте попробуем яйцо с вот этой черной шапкой. Очень вкусно, не знаю. Вкус немножко с кислинкой. И, с одной стороны, с кислинкой, со стринкой, еще немножко сладкий. То есть, ну, удивительный цвет черный, да, то есть интересные тосты и лучок. Лучок маринованный, он тоже острый и сладкий. Так, я тебе завидую сейчас. Это очень вкусно. Очень вкусно. Ребята, приходите в это кафе, очень красиво, стильно, вкусно. И вот так начинается наше приключение по Мексике. Да, я заказала капучино, мне нарисовали авокадо из корицы, такая милота. День начался прекрасно, с хорошей погоды, с отличного завтрака. Сейчас вот мы идем по улочке до нашего автомобиля и отправляемся смотреть город Мерида. Немножко прогуляемся с вами по его исторической части. Сегодня первый день в Мексике, и поэтому скопилось достаточно много дел. То есть мы сегодня заключили договор на аренду машины, и сим-карту сейчас купили, и новый дрон купили, потому что мы ехали через Кубу, а там дрон нельзя было провозить. Да, мы решили вам все не показывать, но мы заехали в торговый центр. Вначале мы купили дрон, мы взяли дрон без пульта управления, просто обычный третий мини Mavic Mini 3, да, без пульта. На наши деньги он обошелся примерно 55 тысяч рублей. Но мы надеемся либо его продать, либо когда выйдем, либо, ну, в общем, что-то придумать, потому что у нас в России дрон остался. Вот. Мы привезли с собой лишь пульт и батарейки к нему. После чего мы зашли, сделали сим-карту. Тоже это достаточно долго и много времени нас отняло. По стоимости это было $30 за тариф 12 гигабайт и $10 плюс сама сим-карта и оформление нового номера. Я думаю, что стоит еще добавить, что в целом мы заранее читали о том, что в Мексике все немножечко медлительные, они такие все маньяна, поэтому у нас сим-карта, наверное, сделать целый час. В общем, мы первую половину дня вообще проездили, погода к этому времени испортилась, хотя мы читали, что декабрь это прям высокий сезон, жара, но на улице дождик и немножко пасмурно. Поэтому мы сейчас посмотрим, что успеем. Потом отправимся на ужин, а уже завтра с утра у нас будет полдня, чтобы еще погулять по городу. А дальше отправимся на машине в другое место. Поэтому пойдемте, друзья.
Наше путешествие по Мериде мы решили начать с очень значимого монумента, который называется памятник Майи. Еще его часто называют памятником Родины. Построил его Ромео Роза, точнее спроектировал. И в этом монументе он хотел показать всю историю зарождения штата Юкатан. Очень красивый памятник, который отражает историю не только штата Юкатан, но еще и всей Мексики. Вот здесь вот мы видим надписи, в которых отражены самые значимые события. А в центре этого памятника изображен воин Майя, который держит в руке герб штата Юкатан. Именно этим монументом заканчивается аллея Монтехо, по которой мы с вами еще немного прогуляемся. Уже какая-то коллекция посещения Старбаксов. В Корее был необычный в виде корейского дворца, а здесь на аллее Монтехо этот Старбакс в виде особняка средневекового, очень красивый. Еще эта рождественская атмосфера, она добавляет мне, конечно же, счастья и радости. Мой любименький Старбакс. Бульвар Монтехо – это очень значимая улица и, наверное, одна из самых красивых, которых и есть в Мериде. Здесь находятся особняки. В 19-20 веке стали выращивать сизаль, и очень многие на этом разбогатели и стали строить именно на этой улице красивые особняки в белом и бежевом цвете. Внутри них сейчас находятся офисные здания, музеи. Например, мы сейчас вот находимся в музее Малина. Это имя одного из предпринимателей того времени, и он приобрел этот особняк, и сейчас в нем находится первозданная мебель, которая была приобретена в это время, и сам внешний вид этого особняка тоже первозданный. И это единственный такой уникальный особняк на этой улице. Скорее всего, внутрь заходить не будем, но хочу узнать хотя бы стоимость посещения музея, с какого по какое время он работает. Кстати, этот особняк еще окружен просто безумно красивым садом. Так, значит, стоимость у нас 120 песо, со скидкой 95, но это студентам. В этом саду произрастает дерево. Мы уже видели ранее этот фрукт, мы называем его уже кокос, потому что он гладкий на ощупь, но очень легкий. И похож на помело. И похож на помело издалека, да. Да, но это совершенно не помело. Ни помело, ни кокос мы не знаем. А если вы знаете, напишите нам в комментариях. Да, но сад здесь очень красивый. Немного с вами прогулялись, теперь обратно садимся в наш автомобиль, поедем в парк, рядом с которым уже расположен ресторан, где мы будем сегодня ужинать. Надо сказать, что гулять по Мериде очень-очень-очень приятно. Много природы, много отзывчивых людей. Автомобиль парковать, кстати, несложно. Мы пользуемся еще навигатором, пользуемся Google картами. Проехали буквально минут 5-10, наверное. Нашли место, чтобы припарковаться. Как вы видите, вечереет. И мы приехали в небольшой парк, вокруг которого располагаются различные ресторанчики. Называется парк как? Санта-Луси. А еще он необычен тем, что иногда сюда приходят музыканты мариачи и начинают играть музыку. Не знаю, попадем мы сегодня на них или нет, но в ресторанчик мы точно сходим. А еще интересно прогуляться вокруг этого парка, потому что здесь интересные разноцветные домики.
Мериде на самом деле очень много атмосферных кафе. И мы сейчас пришли в одно из них. Это кафе буквально как будто находится в джунглях, окружено природой, различными деревьями. Ну, вы сами смогли уже видеть на видео, как здесь все обставлено. Интересная подача блюд. Называется это кафе Bianca Tropical. То есть даже логотип и название этого места похоже на фильм «Парк юрского периода». То есть шрифты и атмосфера. Вот, мы заказали уже себе закусочки, заказали коктейли. Скоро принесут основные блюда, поэтому мы уверены, что мы сегодня насладимся, вкусно поужинаем, а завтра продолжим наше путешествие по городу Мерида. Казалось бы, простая цветная капуста. Да, неожиданно. И выбор неожиданно сделали. Заказали цветную капусту, ее приготовили в таком кислом, каком-то лимонном соусе. Похоже на нашу цветную капусту, но немножко она так потверже, наверное, да, у нас как-то. Вот, и она еще огромная, то есть как будто это целый качан цветной капусты, громадный. Заказала себе равиоли, они здесь больше обычного. Начинка 4 сыра, очень вкусненько. Вау! Я надеюсь, ты справишься с этим большим кусочком. Большой сочный кусок мяса, прожарка медиум. Сейчас мы подкрепимся, отдохнем и завтра посмотрим уже центр Мериды. У нас следующий день, и мы продолжаем прогулку по городу Мерида. Хотела вам рассказать немножечко вообще об этом городе. Это вообще самый первый построенный город на полуострове Юкатан с одноименным штатом Юкатан. Мерида является столицей этого штата. Был построен в 1540-х годах испанским колонизатором Монтехо. А еще Мерида самый безопасный город в Мексике, поэтому здесь можно не беспокоиться, практически не беспокоиться о своих каких-то вещах и о себе, собственно. Но все равно быть иногда начеку и проверять, закрыта ли машина, закрыли ли вы комнату в отеле и так далее. Кстати, насчет машины. В центре, вот хоть мы вчера в парке были и припарковались достаточно быстро, но все-таки иногда приходится поискать места. Есть отдельные какие-то парковки заездные во дворах. Вот, но вот иногда приходится оставлять машину метров за 500-800. То есть, Поэтому сейчас припарковали машину и идем гулять по центру этого города. А раньше этот город был очень развитым, потому что здесь выращивали растения, хеникен оно называется, и из него делали веревки. Поэтому по производству веревок Мерида и этот штат был просто номер один. Сюда вкладывали много средств, развивали его. Здесь впервые появились электрические трамваи. До этого ни в каком другом городе Мексики не было. Но потом все это как-то уже стало не распространено, и развитие этого города немного остановилось. Но при этом все остальные города Мексики строили именно по примеру Мериды. Сейчас мы пришли к собору, который называется собор Ильдефонсо. Это самый старый собор в Северной и Южной Америке и самый большой в штате Юкатан. Сейчас он, к сожалению, закрыт в первой половине дня и будет открыт ближе к службе к 4. Совсем рядом с собором располагается большая площадь, так она и называется, Плаза Гранда. Много отдыхающих, много голубей, кстати, которые здесь подкармливают, которые здесь летают.
К Рождеству мы видим, площадь украсили в стиле библейских сказаний. Гуляем вокруг красивых зданий. Сейчас, например, мы зашли в губернаторский дворец. Здесь правит ныне современное правительство. Находимся внутри двора. Здесь очень красивое убранство, елка. Видно, что все готовятся к Рождеству. Пришли в парк. Представляете, я честно, я до этого не видела, Кирилл, но здесь есть Starbucks, поэтому я взяла свой любименький кофе. В каком, смотрите, он в рождественском стиле тоже. Уже второй Starbucks за этот выпуск, друзья, вы же помните? Ну, я не виновата, я честно, я не видела даже на карте его. Да, ну а сейчас мы находимся в парке, который как называется? Хидальгос. Хидальгос. Небольшой, аккуратный, красивый парк. Сейчас мы обратно вернулись к нашей припаркованной машине и собираемся поехать на последнюю на сегодня точку. Карки Сан-Хуан. До того, как Мерида стала городом, это была большая крепость. И вход в эту крепость вели ворота Сан-Хуан. Сейчас мы выезжаем за эти ворота и отправляемся в следующий город. Провели в городе Мерида 2 прекрасных дня, но нам нужно ехать дальше, друзья, поэтому подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, путешествуйте по Мексике вместе с каналом Big Trip Vlog. Всем пока!